Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Это не дружба. То, как Тэхён нежно касается пальцами бедра Чингука, гладит, максимально близко приближаясь к границе, которая вовсе не отвечает за дружбу. Чингука от этого так плавит. Этот момент так много говорит. Но какой друг дарит такие прикосновения? Я все еще уверена, что этого не было в реальности. Нам всем показалось. Один трогает так близко, другой даже бровью не ведет на это. Значит, для них это прикосновение норма, но такие они вот бойфренды. Девятое место. У Чингука отменный вкус. Он попросил Тэхёна оголить свои ключицы, в то время как на его шее красовалось колье из белого жемчуга. А красный верх добавил контраста и страсти. Наверняка этот эпизод имел продолжение, но уже наедине, когда шея любимого мужчины зажимается ладонью, а поцелуи собирают с губ лучшие звуки, пропитанные желанием. Настраиваю вас на романтический лад. Это так мило. Восьмое место. Не зря Тэхён любит этот фильм. Ты мой дом. Когда ты со мной, у нас все хорошо. Мне не нужно больше ничего. Чувства рождаются не внезапно. Возможно, иногда мы о них просто не догадываемся. Седьмое место. Каждый раз, когда Чингук хочет быть ближе к Тэхёну, никто его не остановит. Он его опора. Это так мило. Шестое место. Они ведут себя как парочка. Чингук сказал: «О, Тэхён обожает эту песню». Тэхён сказал: «О, любимая песня Чингука «Оно о Yes». Они используют один и тот же плейлист и рекомендуют друг другу песни. Это еще один уровень флирта через текст песни. Чингук сказал: «Ах, если думать об этом, то это стало частью нашей одежды». Тэхён порезал свою и мою. А всему этому я его научил. Имейте это в виду. Тэхён сказал: «Поскольку я не могу позволить себе эту дорогую одежду, я ее разрезал».
Во времена стажерства мама Тэхёна купила ему дорогую куртку, потому что она не хотела, чтобы богатые городские парни смеялись над ним. Однажды он сказал, что не мог позволить себе дорогую одежду, поэтому разрезал ее, чтобы это выглядело стильно. Но посмотрите на него сейчас, он носит популярные бренды одежды с головы до ног. Мне всегда так больно вспоминать этот момент. Этот злобный взгляд Чингука. Ему сказали отстраниться от Тэхёна. Я так зла из-за того, что происходило раньше. Последнее, чего Чингук хотел в тот момент, это отпускать Тэхёна. Пятое место. Минутку внимания. Просто дружеское напоминание о том, что Чингук и Тэхён оба назвали этот эпизод самым счастливым. Это был единственный ранг, где они были вместе буквально каждую секунду. Тут не удалось их разлучить. Вопрос: кто чаще всего крадет еду у других участников? Чингук отвечает: это я. Я бы тихо подошел и украл вилку у людей, поел и вернул. Тем временем Тэхён постоянно ест из тарелки Чингука его приборами. Немного отвлечемся. Дедрик Боннер, певец и креативный директор хора, поделился в своей сторис о предстоящей музыкальной коллаборации с Тэхёном. Есть вероятность, что в песне Тэхёна будет участвовать Соул Хор. Еще один новый ракурс того прекрасного дня. Календарь Тэгу на 2024 год пополняется, несмотря на то, что они служат. На одном из прямых эфиров Чингук сказал: «Все вы, пожалуйста, будьте счастливы. Пожалуйста, будьте счастливы даже без нас. Прости, Чингук, но мы очень скучаем». Тэхён пришел в Инстаграм. Ну какой же красавчик! На эти фото можно смотреть бесконечно. Какие вайбы! Он готовит нас к приятной смерти из-за его шедевра. Тэхён напомнил нам о выходе песни. Четвертое место. Тэхён разминает шею и плечи своего Чингука так тщательно. Это так заботливо. Этот момент лучший. Я так люблю эти случайные прикосновения. Когда ты делаешь это неосознанно, потому что привык делать так всегда. Третье место. Чингук и Тэхён так влюблены.
Психологи говорят, первый человек, на которого ты смотришь, когда смеешься, твой близкий человек. Это работает на ментальном уровне. Ты смотришь на него, чтобы проследить за его реакцией. Мол, если ты пустил шутку, а потом проверяешь реакцию того самого важного человека. Согласитесь, иногда не нужно очень много времени для того, чтобы понять, что человек твой. Ты просто с первых минут общения начинаешь испытывать дикую потребность в его фразах и взглядах, в его смехе и улыбке, молчании и голосе. Иногда совершенно не нужно руководствоваться правилом. Время все расставит по своим местам. Мы сами творим свою жизнь. Мы сами должны бороться за тех, кто нам нравится, тех, кто нам дорог и необходим. Взгляд решает многое. Ведь не случайно твердят, что глаза – это зеркало души. В очередной раз, теряясь в догадках по поводу чувств молодого человека, просто загляни ему в глаза. Можно смело говорить о симпатии, если даже украдкой, но он смотрит на вас. И в этом нет ничего удивительного. Влюбленный человек никогда не упустит возможности лишний раз полюбоваться объектом своей страсти. Взгляд влюбленного мужчины открытый. В нем точно проскальзывает намек на светлые чувства, и спутать этот взгляд с каким-либо другим практически невозможно. Во время разговора мужчина смотрит вам прямо в глаза. Он не оглядывается по сторонам, не старается отвести взгляд. Он смотрит оценивающе, снизу вверх. Это вовсе не означает, что мужчина выискивает в вас мнимые недостатки. Скорее наоборот, старается не упустить ни малейшей детали в образе понравившейся девушки. Смущенно щурится. К сожалению или к счастью, все мужчины разные. Более того, некоторые из них настолько нерешительны и застенчивы, что именно подобный взгляд и выдает по уши влюбленного юношу. Все внимание на зрачки. Всемирно известные психологи твердят в один голос о том, что когда мы смотрим на человека, который вызывает у нас симпатию, наши зрачки несколько увеличиваются в размере. Второе место. Я так люблю этот момент. Помните момент, когда Чунгук подошел к Тэхёну и сказал: «Ты красиво выглядишь, не зная, что работает камера». А когда Тэхён намекнул на это, Чунгук сразу ушел. Тягу притяжения в действии. На это можно смотреть бесконечно. Тэхён сказал: «Мы с Чунгуком разговаривали и плакали вместе. За это время мы пролили много слез. Самое лучшее воспоминание для меня за 10 лет – это когда я спрашивал Чунгука: «Ты плачешь?» И он начинал плакать». Тэхён плачет. Чунгук это видит и спрашивает: «Вот что ты чувствуешь, когда видишь, как я плачу?» Тэхён сказал Чунгуку: «Я вижу, ты плачешь, я тоже плачу». Тэхён сказал: «Я до сих пор помню, что нам тогда сказал Чунгук». Тэхён имитирует Чунгука. «Для меня страдание – это ничто», и начал плакать. «Но мне ужасно плохо, когда я вижу, как вы, парни, грустите». Когда Тэхён на концерте не мог петь. Джин сказал: «Тэхён, не плачь». Это разбивает мне сердце. Чунгук сказал: «Дайте парню поплакать, мы будем популярными звездами друг друга». Невозможно перестать смотреть на то, как Чунгук влюблен. Так устроен человек.
Он может сдержать мимику лица, мысленно связать себе руки, но глаза – вот что скрыть невозможно. Они отражают все, что происходит. Они буквально прилипли друг к другу на интервью. «Спасите меня!» Чонгуку, наверное, не очень удобно было сидеть на краю, но он все равно держался, потому что не хотел сидеть далеко от Тэхёна. Рядом стульчик, а они примагнитились. Все как всегда. Похожий момент. Чонгук и Тэхён снова покажут нам наглядно, как работает земное притяжение. Меня всегда смущает этот момент. Кто знает, как найти применение своим шаловливым ручкам, тот Ким Тэхён. Тэхён всегда остается собой. Тэхён всегда стоял на одном колено только перед одним мужчиной, и этот мужчина Чонгук. Тэхён буквально кричит: «Да, я влюблен в Чонгука, но это секрет». Первое место. Обратите внимание на этот момент. Как сотрудники отреагировали на то, что Чонгук спросил Тэхёна о его планах на День Святого Валентина. Все начали нервничать. И, честно говоря, это было так странно. Они что-то знают. Это так явно. Тэхён особенный для Чонгука. Чонгук такой Чонгук, но только не тогда, когда это касается Тэхёна. Чонгук говорит, что не сидит в групповом чате. Чонгук признается, что часто не берет трубку от других участников. Но затем мы узнаем, что все иначе, когда это касается Тэхёна. Участники жалуются на Чонгука, что он не отвечает ни на одно из получаемых сообщений, не отвечает на телефонные звонки, но Тэхён особенный для него. Он звонит ему поздно вечером, чтобы узнать его местонахождение и время его возвращения, присутствует на телефонном звонке с ним, видеозвонке, и отвечает на его сообщения за наносекунды. Потому что Тэхён хочет знать, насколько хорошо он физически себя чувствует, когда он находится далеко. Хотя бы на мгновение он хочет убедиться и почувствовать присутствие. Чонгук сказал: «Я не думаю, что когда-либо протягивал руку первым. У меня больше воспоминаний о том, как я держал чью-то руку». Также Чонгук спокойно протягивает руку Тэхёну. Чонгук сказал: «Я молча подходил и крал у них с вилки еду, ел и возвращался». Также Чонгук кормит вилкой Тэхёна. Чонгук сказал: «Я не пишу в групповой чат, исключение Тэхён». Чонгук сказал: «Я не принимаю поцелуев от парней». Также Чонгук целует в щеку Тэхёна, а он его в ответ. Чонгук сказал: «Я не люблю делиться одеждой, исключение Тэхён». На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!